Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо за то, что следите за нашими встречами с психоаналитиком, Спартаком Суббота, и он на связи. Спартак, приветствую вас. Здравствуйте, Александр. Очень насыщенные информационные дни, очень такие, скажем, качели эмоций, то туда, то сюда, то зрада, то перемога. Даже дошло, я вот думал, вот что, какой должен быть еще выплеск, дошло до того, что писали Уиткофа с Ушаковым, с Дмитриевым, сейчас вот скандал разгорается. Разгорится ли большой вопрос, потому что слив этого всего произошел в Bloomberg, другие издания как-то немножко затаились, потому что, откровенно говоря, крамольная история. Сам факт того, что записывают и потом опубличивают. Но общий вывод, какой как бы транслируют и пытаются, собственно, что донести, что план написала Россия, и через Уиткофа передала Трампу, тот одобрил, ну и вот так. То есть это все российский план. Но тогда возникает главный вопрос. Так вы же вчера, позавчера в Женеве, вы же его перерабатывали, вы же с ним согласились. Буквально 3 позиции, по которым Украина не согласилась. Это НАТО, численность войск и территории. А так все вас устраивает. Получается, российский план устраивает. Но до этой логики никто не дошел. Наоборот, сейчас все прикованы, очень внимание всех приковано к тому, а что же будет. Как вы трактуете происходящее, и действительно ли, ну, судя по реакции Трампа, судя по тому, как ведет себя Белый дом, раскусили и готовились к такому поведению и Киева, и Европы у Трампа? Знаете, вы задали очень хороший вопрос по поводу того, ну, готовились ли они. Я думаю, что им даже готовиться не приходилось. После Энкуриджа уже было все понятно, к чему все это придет. Я скажу так, ну, поскольку я смотрю ваши эфиры, кстати, чего рекомендую делать остальным регулярно, есть очень много мыслей разных экспертов. И вот одна мысль мне очень понравилась. Мысль о том, что после введения санкций, которые были планово введены на самом деле, против России, читать Путина, потому что, получается, мир борется с Путиным, представляете, не с Россией. То есть они постоянно делают акцент на том, что они борются с Путиным. Удивительная вселенная, в которой мы живем. После введения вот этих вот последних санкций эм, Трамп сказал то, что я сделал то, что мог. Осталось то, что обещали европейцы ввести такие же ответные санкции против энергоносителей. И мне понравилось, как прокомментировал это Рубио. Рубио очень красиво сказал: нам уже нечего санкционировать. Мы уже, говорит, ввели санкции против всего, что только можно было ввести. И как было замечено тоже хорошо одним специалистом из офиса президента Трампа, он сказал такую вещь, это звучит как шутка, но на самом деле он вытер ноги о Европу. Что он сказал? Я виделся со своими европейскими коллегами, и они сказали, что разрабатывают 19-й пакет санкций. И он говорит, что если когда-либо что-то вы вводите 19 раз, значит, скорее всего, вы потерпели поражение. Он говорит, что это не имеет никакого смысла. И Путин, скорее всего, по моему мнению, все бьется логически так, что он понимал, что так и будет двигаться. Он понимал ситуацию на фронте. Россия — это огромная машина, это не юркая маленькая страна, которая может быть маневренной. Они долго разворачиваются и очень, то есть как бы долго запрягают, быстро едут. И долго едут. Им заканчивать быстро войну нет, у них нет ресурсов быстро ее закончить. Им необходимо ее тянуть до тех пор, пока они, собственно говоря, ну, не отойдут на те позиции, которые будут им удобны. Сегодня прям взять резко, обрезать и остановить войну просто, ну, экономически будет это очень болезненно. И те идеи, которые сейчас продвигаются в тех 28 пунктах, часть из которых, Александр, обратите внимание, часть из которых, ну, не раскрыты полностью, есть добавочные пункты, пояснения к пунктам, в которых, как уже выяснилось, есть снятие очень многих санкций с Российской Федерации.
пока не будет каких-то гарантий снятия санкций, это будет двигаться. Украине, как государству, украинцам как народу, это, естественно, невыгодно. Но так как сейчас Украину управляет абсолютно оторванные от реальности, что уже пишут, кстати, и европейские, и американские издания, оторванные от реальности, имеющий ряд серьезных психических расстройств человек, с группой других людей, которые являются вороватыми и точно такими же, которых уже никто не рукопожатый, уже их никто не воспринимает. Брать сейчас, как сейчас хочет взять Зеленский для того, чтобы продемонстрировать, что с Ермаком считается брать его навстречу, он просто будет раздражать этим. Уже американцы сказали, нам не надо он навстречу, сделайте что угодно, давайте, может, он в отеле посидит, мы его там в Диснейленд сводим. Ну, то есть как-то давайте мы займем Ермака, чтобы он не присутствовал на реальных мероприятиях. Ну, а Ермак тоже за словом в карман не лезет. Говорит, НАТО, мы сами должны решать, это наша конституционная история. То есть тоже какая-то такая дичь пошла в том плане, что это пункты, а он, видимо, понимая, что никто, собственно, его не зовет, и все-таки где-то есть доля правды в позиции западных партнеров, что его не хотят видеть, да, он выдает на гора вот такие потужные вещи. Да, и вот эти вот потужные вещи, они же начинают транслироваться в средствах массовой информации. Например, очень показательным является история с тем, что толкают русские. Ну, о том, что ближайший круг Зеленского, в частности Ермак, является проблемным. И тут используют такой метод, который называется подмена тезиса. И второй такой метод манипуляции, который называется ситуационная надстройка. Значит, что такое подмена тезиса? Такая вот логическая ошибка, она основана на искажении одного из аргументов и подачу этого аргумента оппонентам как ложного. Например, представьте себе ситуацию. Вы говорите, надо заканчивать войну, у нас мало людей. В новостях пишут, Шелест хочет сдать страну. Понимаете, то есть вот подмена. И они это делают с Трампом, когда Трамп нам не угоден. Потом он дает нам какое-то оружие, вот Трамп нам уже друг. У нас постоянные качели с одной стороны в другую. То есть и это расшатывает в принципе и политическую волю. И это приводит к тому, что у украинцев уже нет единого мнения по поводу войны. Они уже боятся сказать, останавливать или не останавливать. Как бы все понимают, что нужно, все хотят, но сказать боятся. И это снижает волевой аспект у людей. Ну и, собственно говоря, ситуационная настройка. Каждый следующий тезис, который неудобен является, вот тут не подходит действующей власти, они добавляют. Значит, это сделали русские. Сейчас из-за дихотомического поляризованного мышления ты либо миришься с негативными аспектами власти, коррупция, потому что цитата, как сказал цитата нашего великого, коррупция есть везде. Ну так везде есть болезни, давайте их не лечить. Или какая логика тогда? Ну то есть типа тут логические ошибки на логических ошибках идут, начинается ситуационная настройка. Борьба с коррупцией в военное время приравнивается к предательству, потому что это на руку врагу. Интересно то, что на руку врагу, почему-то еще и на руку людям. Тогда возникает вопрос. Если то, что на руку врагу, на руку людям, вот это простая, это формальная логика. Если А, то Б. Если людям выгодно, чтобы наступил мир, чтобы убрать при этом коррупционеров, которые воровали в самый тяжелый период для страны. Это А. Б. Это выгодно врагу. С. Это невыгодно власти. В этих двух тезисах выгодно врагу, невыгодно власти нужно принять решение, которое выгодно людям. И в этот момент начинается манипуляция, потому что никакого здорового аргумента, почему мы должны придерживаться того, что нравится людям, если это хоть как-то косвенно нравится врагу, мы не должны этого делать, мы должны воевать до последнего. И сейчас несется в интернете абсолютный бред о том, что мы не знаем, когда там закончится война, если она закончится вот там через много лет, то нам нужно дальше бороться, а если мы сейчас думаем про мир, то мы предатели, все должны воевать. То есть получается так, что накидывают огромное количество ложных данных, информации, которая снижает порог восприятия важной информации. Война должна закончиться. И у нас сейчас есть эта возможность. Забивают голову чем угодно, лишь бы люди не думали о возможности закончить войну. Так устроен человеческий мозг.
что у него есть такой эффект, называется эффект непринятия потерь. Человек не столько хочет выиграть, сколько хочет не проиграть. И именно, кстати, благодаря этому все казино, всякие лудоманы, они закрепляют за собой возможность, вот они один раз выиграли, и дальше они стараются не проиграть, они стараются выиграть. И вот нервная система человека, из-за того, что она таким образом устроена, она акцентирует внимание не на том, чтобы мы победили, а чтобы мы не уехали на фронт и там не умерли. И в этом случае эта ошибка мозга спасает жизни людям. И в этом случае она правильная. То есть бывает исключение, когда мозг, который автоматически обрабатывает информацию, дает ошибку, в данном случае спасает нам жизнь. Но вы же видите, как реагируют на это представители власти. Вы же видите, что даже сам Трамп говорит, люди не должны умирать, они не хотят умирать. Ну и Люди не причем хотят логика Трампа такая железобетонная. Он говорит, слушайте, ему же задали вопрос, это же там этот весь прослушки, все дела там, да, то есть Дмитриев говорит фейк, Ушаков говорит, да слушает, ничего себе, ну в том плане, что такие моменты. А Трамп говорит, так как что вы хотите? Надо, чтобы Украине продали Россию, России продали Украину. То есть нормальная работа. Витков работает. Очень интересно, как бы в этой паре уже выбрали ставки. И это показывает примитизм мышления и примитизм политтехнологии на Банковой. Главный политтехнолог сегодня там выходит в эфир, Подоляк. Вот что говорит. Считают ли в Киеве, что определенная часть администрации президента США, в частности Стивен Уитков, играет на стороне Кремля? Да нет, я сомневаюсь, что кто-то в администрации господина Трампа играет на стороне Кремля. Другой вопрос, что кто-то может думать о том, что может зарабатывать вместе там, с Россией. Мы видим эти и предложения были о том, чтобы зарабатывать совместно. И все представители команды Трампа думают о том, как будет выглядеть Соединенные Штаты, как они будут зарабатывать. Ну, это, в принципе, понятно, да, то есть это для них важнее всего и так далее. Другой вопрос, что есть... То есть, смотрите, изначально Витков на стороне Кремля? Да нет, просто кто-то думает, как зарабатывать. И, в принципе, понятно, что для них это важнее. Важнее, он говорит. Ну и продолжает. Абсолютно профессионально, вот тот же вы упоминали уже господина Рубио, люди, которые смотрят стратегически, да, на многие вещи, о том, что нельзя там, например, одну часть взять, а другую часть не брать во внимание, и, соответственно, конечно, они привносят в любую работу очень большой объем конструктивизма, да. Есть те, кто более там сосредоточен на каких-то бизнесовых деталях, на каких-то экономических, ну или там взаимных экономических выгодах. Это, опять же, для меня это понятно, да. И еще раз, точно никто не работает в пророссийском там направлении, все работают, там, условно говоря, в администрации Трампа исключительно в проамериканском, в протрамповском, я бы даже сказал, стиле и направлении. Поэтому здесь, опять же, нужно просто правильно выстраивать дискуссии, коммуникации. Украине, на мой взгляд, сегодня это удается. Значит, Украине удается выстраивать коммуникации. Знаете как? Надо Рубио лизать. А мы это уже наблюдаем. Это такая очень боковая история. Это интересно тем, кто разбирается в политике, кто примерно понимает, кто такой Рубио, как там все устроено. Но этот эпизод... Я его трактую лично с точки зрения там, политического анализа, что происходит, это такой же акт отчаяния. Но когда выкладываются стенограммы, разговоры, они вообще на то и советники, что они говорить могут о чем угодно, с любыми там... Можно вообще обсуждать, не знаю, там какие-то скабрезные вещи, а не советники. Это нормально. То есть они вообще могут все что угодно говорить, планы, не планы, но... Вы же видите, как Украина выходит из этого? Давайте поцелуем в зад Рубио, и тогда на этой козе выйдем. Акцент Подоляка на постоянном желании США заработать, и он добавляет вот про всякие бизнесы, бизнесовые идеи, то есть что это, типа, понятно, должно быть выгодно. Он делает большую ошибку. Когда он ориентируется на людей, которые разбираются в политике, они понимают, что имеет в виду Подоляк. Ну, они понимают, о чем идет речь. Они и без Подоляка, без этого супер-мега-мозга, без этого гения Украины, понимают, что происходит. Им этот Подоляк не нужен. Но что слышат люди? Ну, Александр, что слышат люди? Наша жизнь – это вопрос денег американцев. Мозг человека старается упростить информацию. И тут одно из двух. Либо Подоляку нужно было бы научиться все-таки разговаривать таким образом, чтобы, если украинцы слышат, то слышали что-то хорошее, а не то, что об них постоянно вытирают ноги, что с ними не считаются, издеваются над ними буквально. Что вы являетесь просто цифрами на счетах даже не просто американо Трампа, а просто конкретных людей, нескольких конкретных людей. Либо менять свою риторику, вообще об этом не говорить. И проблема подачи данной информации у
подалека, она была и раньше, начиная с истории про кофе в Ялте. То есть еще раз, смотрите, я понимаю, что он имеет в виду. Он далеко не всегда говорит абсолютную глупость. То есть он иногда говорит очень такие понятные для людей, которые в теме, вещи. Очевидные. То есть они не удивляют. Он не кажется суперумным. Но люди, которые этого не понимают, они интерпретируют сказанное как незначимость собственной жизни. Впоследствии возникает вопрос. Если наши жизни – это цифры на счетах нескольких людей, и они заинтересованы в том, чтобы заработать, какая наша мотивация идти воевать? Какая наша мотивация продолжать боевые действия? И еще возникает вопрос, почему оставаться в Украине, которая полностью обесточена, если наши трудности, которые мы переживаем здесь, то есть наше превозмогание, ориентировано на благополучие людей, которых мы никогда в жизни не увидим. Они живут в США. Ну, в том числе там, семья Умерова и так далее. То есть люди, которые могут получить какие-то блага, но мы никогда этих людей не увидим. Чем это отличается от крепостных, которые раньше... Вот просто хочу понять параллель. Чем отличается от крепостных? Разница. Они тоже за своих панов готовы были там умирать, они готовы были за царя умирать. То есть, нету ориентира, который нужен для создания мотивационного компонента, чтобы бороться с этими обстоятельствами, превозмогать эти трудности. И, кстати, ловко остановила на публикацию этих материалов. Вы заметили? Они сейчас их не публикуют. Под каким аргументом? То, что пока идут переговоры, мы остановим публикацию. Но, как сказал глава НАБУ, он говорит, у нас все, мы разрабатываем дальше, мы работаем, типа мы не стоим на месте. И это на самом деле правда, они делают это все. То есть в случае, если Зеленский со своей бандой не примет решение в пользу государства и в пользу украинцев, они продолжат дальше публиковать, и причем дальше они будут выдавать там не по 1%, а по 5, по 7% информации. Но возвращаясь к Подоляку, просто смотрим его аргументацию. Это просто тупо апелляция к финансам. Апелляция, и там вообще ничего человечного нет. Он никогда не говорит про людей. Если вы выставляете человека, спикера, представителя, советника, кого угодно, он должен говорить про людей. Всегда говорить про людей. Мы с вами в интервью, когда общаемся, вы каждый раз говорите, Спартак, хорошо, но что же люди? То есть мы возвращаемся постоянно к основному, о чем идет речь во время войны. Не территория, не километры и даже не деньги. Люди. Офис президента никогда об этом не говорит. Его люди не интересуют. Его интересуют просто игры. Ну, это По же, сути, понимаете, тоже вот это разговор о людях, это тоже такая замануха, да? Ну, вот вы говорите, нет мотивации, что делать? Ну, например, да, что делать? Да, вот как подать? Все видят, что ситуация швах. Сегодня там NBC пишет, что американцы это четко говорят. Вот, понимаете, пока мы тут выбираем между Уиткофом и Рубио, играем в эту игру, этот хороший, этот плохой. То есть у нас Келлога вышибли, Келлога больше нет. Ну, нашего же Келлога, у которого там и дочка, и все. Говорят, все. Ну, он так напоследок хлопнул дверью, особо украинцам это и не показали. Он четко рассказал, что все, давайте, сворачивайте. То есть Келлог ушел, хлопнув дверью. Мы сейчас выбираем другой объект обожания – Рубио. Вы же видите, как примитивно вот это. Этот хороший, этот плохой. Но еще более примитивно, когда людям говорят, ребята, другие, да, отлученные от власти совсем недавно. Да нет, все будет нормально, мы не проиграем. Не-не-не, вы что? Вот Кулеба, это же просто что-то. Затягиваясь сигарой, он же любит это дело, говорит, что не, все будет хорошо. Пане Дмитре, чи є в Україні варіанти не повторити програш сторічної давнини? Так це єдиний варіант. Не повторити, не буде ніякого програшу. Ви зрозумієте, що можливо і тактична поразка України можлива, тобто там втрата територій, якихось політичних речей, але стратегічно Україна перемогла. Я розумію, що це ще там в голові важко вкласти, але ми вперше, вдумайтеся, я постійно на цьому наголошую, ми з вами перше покоління українців, яке з 12 століття, з моменту, коли Андрій Боголюбський напав на Київ і сплюндрував його, ми з вами не втратили столицю і країну під ударом з Москви чи з Петербурга.
Тому абсолютно виключаю варіант повторення трагедії визвольних змагань 17-го, там, якого 22-го років. Держава українська відбулася, питання, вона повернулася на шлях, яким вона рухалася протягом багатьох століть до 1654 року, а саме шлях як складової Європи. І ми зараз ведемо боротьбу вже не за існування держави, а за її межі фізичні і межі її політичної свободи. То есть, смотрите, тактически, ну, где-то поражение, но стратегически-то выиграли. Мы не потеряли Киев, мы не потеряли страну, все хорошо. Вот сейчас мы... И говорит, движение государства, которое было до 1600... Ну, смотрите. Даже там вот 1200 он начал запись, 1200 такого сроку. Нет, понимаете, в чем дело? То есть, опять, сейчас это модно, да, там, ни хрена не знать, это модно. Спросить, если что, у чата GPT или там загуглить. Да, проблема, честно говоря. Коротко. О какой Украине как государстве идет речь в тех временных рамках, которые он как бы приводит в пример? Там Боголюбские захватили Киев, ну, были такие. А были еще факты, когда полякам продали Киев, ну там поляки продали Киев. Вообще как бы упоминать вот этот период без Польши сейчас вообще невозможно. Просто видите, как мы взяли вот эту историю там с польским противостоянием того периода истории и говорим, это мы в Европу двигались. В Европу? В какую Европу? Там, где шляхта гасила этих крепостных украинских, да, вот этих вот, ну, в эту Европу. Смотрите, изначально подтексты, но все упаковано в очень красивую тему, что мы, наоборот, мы не проиграли, мы победили. И вот ты сидишь такой крепостной, но победитель. Кулеба очень часто использует один и тот же прием. Вы можете обратить на это внимание, и вот хочу подписчикам сказать, что он использует два основных метода. Первый, то, о чем я говорил, подмена тезиса, то есть он берет тезис, меняет его на другой и выдвигает его как аргумент. А второй, очень важно, называется круговой аргумент. В чем суть кругового аргумента? Ну, по меньшей мере, круговой аргумент является плохим, потому что он не является хорошим, но во время кругового аргумента происходит апелляция к самому аргументу. Например, мы не проиграли. Если мы не проиграли, значит мы что? Выиграли. Ситуационная надстройка в данном случае является то, что не потеря Киева, хотя речь об этом вообще не шла, не потеря Киева является победой. То есть, мы оставили столицу, значит, мы не проиграли. Мы не отдали столицу, мы не проиграли. И если мы не проиграли, значит, мы что? Победили. И вот этот круговой аргумент, и он гоняет его постоянно. Кстати, в том же интервью, где он рассказывал про то, что если надо, все украинцы возьмут саперные лопатки и пойдут забивать врага. Ну, то есть он там тоже прибегал к этому, что Україна незламна, тому що вільна, а вільна чому? Мы знаем, потому что незламна. Круговые аргументы, по меньшей мере, они плохи, потому что они не особо хороши. И вестись на одни и те же манипуляции одного и того же человека, по меньшей мере глупо, а по большей мере это признак неспособности адаптироваться. Поэтому я призываю вас вычленять то, какие одни и те же аргументы, кстати, используют. Тут что Подоляк, что Зеленский, что вот Кулеба. У них не такой широкий диапазон ошибок. Хотя вроде, казалось бы, люди интеллектуальные. А вот у кого широкий диапазон ошибок, то есть насколько травмирован мозг и разрушен, это у тех, кто представляет себя как представители военной диаспоры. Вот те, кто говорят, что они якобы военные, хотя на самом деле, может, они там и были на фронте пару дней, но вообще на фронте они как бы не сидят. Они сидят в теплых студиях. Вот эти вот ребята, как правило, несут такой, разноперстный, красивый бред. Вот прям именно каждый раз что-то новое. Я когда смотрю, я понимаю, что будет какой-то абсурд. Никогда не знаешь, какие аргументы они будут использовать. Нет, почему? Все очень логично, топорно, в лоб. Вот, например, господин Корженко отметился. Это какой-то командир из 3-го армейского корпуса. Вот же выдают вообще историю. Смотрите, сейчас все заточены и все ждут мира. Что чем это закончится, вот эта волна, да? То есть Трамп говорит, Зеленский, я поеду, но я возьму с собой европейцев. На День Благодарения, говорит Ермак, да? Мы там будем отстаивать
отстаивать позицию. Трамп понял, к чему идет, говорит, значит, давайте так, мы обязательно встретимся. Как в песне, помните? Мы обязательно встретимся, слышишь меня? Говорит, да, встретимся. Но только когда все вот это утрясется и согласуется, тогда встретимся. Ушаков подтверждает, что поедет Уитков и, я так понимаю, Дрискал, который имел уже контакт с Россией. То есть, смотрите, все проскочили вот этот элемент договорничка, которым очень сильно запахло из Абу-Даби, потому что там приехали россияне, Нарышкин приехал туда, да, там из представителей разведки, там Дрискал, они контактировали, наши вбросили, что там Буданов, может и правда Буданов. То есть на уровне разведки произошел какой-то некий контакт. Об этом контакте никто не рассуждает. Все рассуждают о какой-то ереси, которую несет Ермак, там Зеленский, вот это все, вот это как бы... короче, все играют в этот же похожий сценарий, когда условно Трамп сказал давайте, и они все, там, поговорил с Путиным, и они все полетели дружно уговаривать, убалтывать Трампа. Трамп понял эту фишку, говорит, не-не-не, вот когда устаканится, да, приезжай Зеленский, я и с Зеленским встречусь, и с Путиным встречусь, и все будет. И вот в этом всем потоке, что слышит украинец от тех людей, которых вы упомянули, от людей как бы в форме, типа при погонах, прям на марафоне говорят, слушайте, а не надо говорить о мире? Не надо, это разлад в армии. То есть, смотрите, надо с союзниками или без готовиться к затяжной войне. Не надо думать о перемирии. Но тут же он признает, что все на войне, вот эти, они все люди, они же наблюдают. Поэтому заткнитесь. Если там что-то говорите, кулуарно, не надо вот это все освещать, ход переговоров. Кулуарно, наоборот, все должны быть заряжены, что в 26-м ничего не произойдет и будет длинная, долгая война. Ну вот это, конечно, действительно мотивационный спич. Спикер, да, такой. Я хочу обратить внимание на две детали. Первое. То, что не сильно бросается в глаза, это то, что он сказал, о том, что ходят слухи о перемирии. Нет, это не слухи. Слухи — это когда кто-то где-то сказал, но нет никаких там подтверждений. Про мир пытаются договориться уже достаточно давно, и это не слухи. И сейчас близки как никогда, потому что уже есть план мирный. То есть уже все, есть уже пункты. А раньше этого не было. Раньше были требования, рекомендации, пересмотр. Появился план. С ним кто-то согласен, кто-то не согласен, что-то меняет, добавляет, но это будет ясно со временем. Но это не чутки, это не слухи, это реальный план. Это первое. Второе. Посмотрите на один из пунктов этого плана. Это полная утилизация, отказ и запрет всей нацистской символики, всех нацистских идей. Видите, на фоне какого флага он находится? Да. Если не знаете, я это подскажу, да, это кельтский крест. Кельтский крест, сам по себе кельтский крест не является признаком никаких там, ни фашистов, ни нацистов. Но в ультраправой идеологии, я как человек, который к разным таким идеологиям в подростковом возрасте непосредственно относился, я очень хорошо знаю, что это за символика. И эта символика имеет прямое отношение к нацистской и фашистской идеологии. Возникает вопрос, если такие люди дают нам оценку о том, то есть мы здесь апеллируем к личности, что это за личность, нам рекомендует, что за личность говорит не расслабляться,
люди, которых собираются после войны упразднить. Хотя, кстати, по Конституции их и так быть не должно. В Конституции запрещена всякая фашистская символика. Ну, допустим, ты можешь выйти со свастикой, но попробуй выйти с серпом и молотом. Посмотрим, чем это закончится. Но этих людей собираются упразднить, потому что вся их жизнь, вся их идея и идеология строится на отсутствии интеллекта, на просто желании доминировать физически, как угодно. То есть там же не идет речь о развитии Украины. Идет речь о постоянном погружении ее в тьму, в мрак, постоянная война, постоянное насилие. Мы должны готовиться к долгам. Вместо того, чтобы военные, конкретно этот человек, поддержал украинцев и сказал, будет мир, но чтобы мир был выгодный на наших условиях. Давайте немножко мы соберемся. Давайте подумаем, как мы можем немножко хотя бы фронт подвинуть, потому что вы правильно заметили. Сейчас самый невыгодный период примирения. Мир, который сейчас пытаются нам, навязать, он на условиях, когда Украина в очень невыгодном положении. Почему их не учат разговаривать, почему они не умеют, я понимаю. Потому, собственно говоря, потому они и имеют ряд специфических идеологий, то есть они не умеют разговаривать, они не особо-то думать умеют, но и гениями сложно назвать, там редко как тень интеллекта на лице какая-то появляется. Но почему бы их не научить? Почему им хотя бы не дать какую-то разумную методичку? Ребята, для того мы идем к миру, но для того, чтобы этот мир реализовался быстрее и на наших условиях хоть немножко, от нас не вытирали так ноги, как собираются вытереть. Ну, Зеленского уже давно вытирают не только ноги, но для того, чтобы вытирали не так сильно, давайте мы соберемся, чуть-чуть дожмем. Сейчас уже у нас есть возможность не так активно умирать, мы можем... то есть дайте какой-то реальный мотивационный спич. Выходит этот человек, и после того, что тут услышал, прям вообще не хочется ничего. Честно говоря, когда говорят, ты про мир не думай, ты думай про потенциальный шанс умереть. Оно же там все кулуарно, это нам, холопам, нам не до этого. Мы должны умирать. А это все пускай там паны разбираются. Ну, а потом панки нам скажут, надо нам или не надо, и мы будем тогда уже делать то, что нам скажут. Это называется редукция смысла, когда смысл сильно обрезается. И они подают информацию, в целом он говорит правильные вещи, о том, что из-за того, что мир, в его парадигме, это правильная вещь, что из-за того, что мир сейчас говорит про мир, украинцы не воюют, демотивируются, перестают двигать фронт. Но возникает вопрос, если украинцам для того, чтобы двигать фронт, нужна палка и наказание в виде бесконечной войны, нужно ли двигать этот фронт? Нужно ли рисковать собой? Хотят ли этого вообще украинцы, за исключением нескольких военных? Потому что очень многие военные, согласно опросам, уже готовы на перемирие. Они хотят домой к семьям. Плюс очень важен такой момент, это тоже, кстати, я до конца не мог понять это на протяжении последних месяцев, до года, наверное, больше чуть. Почему, откуда, где это родилось в недрах там проукраинской пропаганды или как аргумент, что человеку, если сказать, что будет длинная война, это его мотивирует. То есть, опять-таки, здесь сейчас, понятно, после 22 года это все ощутили на себе, нет у тебя горизонта планирования своей жизни. То есть, ты не знаешь, где ты будешь через год, ты не можешь там спланировать, отпуск ты не можешь спланировать, только плюс-минус последние годы там люди начали впервые там выезжать в отпуск куда-то, кто может, имеется там или за границу, или там, и то в Одессу там съездить, понимаете, то есть на какое-то море, это тоже большая проблема, в общем, все понимают, что война, все понимают, что опасность, и это может быть прилет в любой момент, или там куда-нибудь... Отдельные люди, конечно, планируют. Там у них есть и Буковель, у них есть и какие-то выезды, и туры, и все остальное, но чуть-чуть больше этого стало в последние как раз годы. Я к чему это привожу, этот пример? Потому что люди не могут построить там на месяц, на 2, на 3. Если на месяц они еще могут построить, потому что зарплата раз в месяц. Например, коммуналки, там все. Там на 2, на 3 это уже сложнее. Чем дальше, тем сложнее. Но откуда взялся аргумент, что чем дольше воевать, тем круче? Карась, еще один представитель, говорит, вообще до 50-х годов все будет длиться. Головне, що ми будемо робити ті рішення, які приносять перемогу.
Не так, що там, ти Крим вже перемога, який Крим, дай панить. Я кажу про перемогу через там, 2045, 2050. Кажу, да я не готов стільки воювати, нічого заставимо. Прийдеться. Ничего, заставим, придется. И понимаете, а как заставим? Надо просто сказать на какой-то, ужас, да, что это, это хорошо. До 50-го года я не готов так воевать. И заставим. Как заставим? Вот Карась говорит как. Вот эти бусики ТЦКшные, их вообще надо, не знаю, в розовый цвет покрасить, сладкую вату сверху и сказать, что это бусики счастья. Але в цілому, якщо вас занесе десь доля, особливо от бусики ТЗК, це бусики, в принципі, щастя. Тому що це не 22-й рік. Ми тоді самі їхали, у нас не було бусиків, нас ніхто не забирав, треба саму добрись всю армію, зарплату не думав, що будуть платити. Я взагалі їхав додому вмирати. Всі думали, там день прожив нормально. Зараз То есть, смотрите, вот опять как в 22-м году у нас не было бусиков, нас никто ничем не обеспечил, мы ехали прям умирать. А сейчас ты не умирать, сейчас нет, сейчас ты идешь за своей личной историей успеха. Потому что ты там какой-то алкаш подзаборный, там подбухиваешь или там в жизни не видишь смысла. Вот тебе смысл жизни. ти знаєш, що 1,5 місяці підготовки, потім ще фах. Якщо ти ще щось там показуєш показники, тебе ще сама бригада кудись направить. І реально можливість увірватися в цю сучасну історію. Якщо ви ще подбухуючий тихий алкоголік, от часто кажуть, йому 45 років, він там подбухив, який з нього воїн. Оце я можу зараз дати навскидку кілька прикладів, коли такі козаки виривали сюди. Да, вот такие казаки врывались несколько, и очень так символично, там их крест стоит такой могильный между ними и Корчинским. С Корчинским сейчас еще там отдельный момент проговорим. Но почему, откуда эта мотивация? Понимаете, как это все мимикрирует? А человек, который... ведь это тоже взаимосвязь. Условно, человек, который не может прогнозировать свой завтрашний день, он, наверное, слушает вот этого Карася, который говорит, да, слушайте, да, я сейчас поеду, меня там что-то обучат, еще там... Помните, в 2019 году, когда выбирали Зеленского, он вот этот лифты, зеленый лифт, типа социальный, типа социальный лифт, что там мы сейчас будем... Так вот же оно, вот вам социальный лифт в вооруженных силах Украины. Проблемой в данном случае является то, что из-за трудностей обстоятельств нельзя контролировать слова, речь, в принципе, контролировать то, что говорят люди с низким уровнем интеллекта. В этом очень большая проблема. Есть исследования, которые показывают, что уровень радикализма обратно пропорционален интеллектуальности человека. Чем более радикальным является человек, тем, скорее всего, он там либо умственно неполноценный, либо имеет серьезные когнитивные вады, так сказать. И в случае с Карасем, Карась имеет явные психические расстройства, а по его лицу видно, что, возможно, у него есть еще синдром родительского алкоголизма. То есть на самом деле много проблем у человека, который считает, что его идея должна распространяться абсолютно на всех. Что это, подождите, а что это за синдром родительского алкоголизма? Если родители были алкоголиками, некоторые дети рождаются с дефектами лица. Я понял. И черепа. Да. И это приводит к низким показателям интеллекта, проблемы социальной адаптации и так далее. То есть к радикализму это имеет отношение. Радикализм, причем я не приемлю, скажу так, Александр, радикализм ни правый, ни левый. То есть радикальные борцы за мир тоже мне не особо приятны, потому что где начинается радикализм, пропадает интеллект. Нужно уметь вести переговоры и дискуссии. И вот радикализм, то есть умственная отсталость на лице нашей власти тоже наблюдается. Наши люди у власти, они не готовы идти на компромиссы, не готовы договариваться. Их идея о том, что вот у Украины есть какое-то... нет у Украины каких-то убеждений. Убеждений есть только у людей. Территории убеждений нет. Есть убеждения у людей. Если вы хотите узнать убеждения тех людей, которые будут жить на территории этой Украины и расти своих детей, воспитывать, то лучше спросите их, потому что вы не будете ваше имущество. Вот в Испании я вижу эти дома, где когда они приезжают, я смотрю, как отдыхают вообще не в Украине, в Америке, там, на Майорку приезжают политики. Они не будут жить в Украине после того, как закончится война. Они будут тут зарабатывать деньги в лучшем случае. Потом, когда я слышу от Карася такую идею, для меня это человек, который является, знаете, как в голем, которого призвали. Ну вот есть голем, знаете, он был из глины. Тут, конечно, фекалии скорее, фекальный голем. Но он несет бред, чушь абсолютную.
связанную только с его желанием распространять личную идею, которую он не готов реализовывать на тех людей, которые не согласны с ним. Обратите опять-таки внимание, на что он говорит, что бусики — это будет там бусики счастья. И вот он в одном из интервью, когда там говорил, что вообще это классно, когда тебя мусифицировали, даже если ты был там бездомным, а у тебя есть шанс стать героем. Ну, на кого это рассчитано? На таких же умственно неполноценных, как и он? Он понимает, что такое статистическая погрешность, что такое вообще статистический коррелят, сколько мертвых и сколько героев. Статистику посмотрите. А сколько людей, которые являются героями на самом деле, потеряли конечности, спасли, целое отделение спасали. Без своих конечностей вытаскивали людей. Где они сейчас? Они на улице попрошайничают. У них нет денег даже заплатить за электричество. Кстати, нонсенс, электричество даже нет. Понимаете? То есть он берет, это называется, анекдотический эпизод. То есть он берет один случай какого-то героя, который был бомжом, а потом стал героем, и экстраполирует его на всех, что у всех людей, как у бездомных, бомжей, больных, людей, которые не хотят воевать, у которых силы мобилизовали, есть шанс стать героем. Но если ты являешься примером такого героя, то очень хочется не стать им. Хочется как-то все-таки эту участь миновать. Вот, вы еще Карачинского напомнили, это тоже отдельный персонаж, я вообще не знаю. Да, сейчас мы про Карачинского проговорим, просто он же, это же все звучало в их дискуссии, там это очень интересный момент, но он больше такой глубинный. У меня такое есть уточнение. Смотрите, а может проблема в том, что у нас стали все героями? Ну вот опять-таки, помните же, вот они же очень любят все вспоминать начало 22 год. Даже Зеленский задал этот тренд, когда там его сравнивали в соцсетях с Джоном Сноу в прошлую пятницу, когда он на фоне там такого пасмурного, дождливого дворика на Банковой записывал, что хватит срача, давайте объединяться. В общем, такие моменты. Зима близко. Зима близко, да. Может, проблема, что всех сразу начали дразнить героями, и к моменту, когда война заканчивается, нужно как бы понять, а кто был на этой войне героем, вот по-настоящему. Причем смотрите, я беру сейчас исключительно ВСУ. Ну вот, ВСУ, силы обороны, тут игрушники, СБУшники, менты, ТЦКшники, все вот эти нацгвардейцы, там специальная бригада, не специальная бригада, десантники, короче, все. Смотрите. И вот нужно же понимать, а кто герой, а кто не герой. Это очень важно в историческом понимании, потому что эта война нам дала, ну, я не знаю, там, если есть какие-то единицы, это, кстати, беда этой войны и беда власти. Вроде, смотрите, Зеленский очень часто ездит на фронт и развешивает медальки. Очень часто. Ну, а мы знаем что-то об этих людях? Кому он и за что повесил? Нет. Нет. Ну, в широком смысле этого слова. То есть, когда нам говорят, что все пронизала пропаганда, это только отчасти правда. Потому что если бы пропаганда была бы нормальной, адекватной и здоровой, то мы бы знали, что этого бойца, например, да, наградили за то, что он там телом закрыл, направил свой там самолет куда-то, а этот там спас столько-то людей, а этот предотвратил вот это. То есть конкретно человек, который конкретно что-то сделал. Нет, все прячутся, ну что, опасно же. Так а почему быть опасно героем? А мы подходим к окончанию войны, и у нас получаются все герои. И алкаш, который там за пайку условно номер отбывает, и тот, который реально что-то сделал на войне. И это прежде всего неуважение к тому, кто что-то делал и что-то действительно героическое совершал. А Зеленский развешивает медальки непонятно за что, непонятно кому, потому что изначально он должен быть героем. Зеленский. Ну и чуть-чуть Ермак, да? Ну, чуть-чуть. А так Зеленский. Об этих людях мы не знаем. И когда вот вернутся люди с фронта, закончится война, а на них так посмотрят, скажут, а вот у меня медаль. Ну так и еще у многих такие есть медали. А что ты конкретно сделал? А никто не знает. Что думаете по этому поводу? Знаете, я раньше на это так не смотрел, но вы внесли такую коррективу в мое представление о понятии герой.
тем, что каждый будет героем. То есть насколько же на самом деле, представляете, я вроде очевидно на поверхности, я об этом не думал, насколько сильно обесценилось, насколько обесценился статус героя. То есть что это такое? Теперь какой-то рекетир в прошлом может получить посмертно героя просто потому, что, ну, и о нем будет говорить Зеленский, лично вести контроль, расследование там, по убийству этого человека. Там кто-то может стать знаменитым только потому, что просто случайно попал в кадр. А люди, которые отдавали своей жизни и конечности, этот геройский статус не получат. А если и получат, то почему он лучше, этот геройский статус, чем статус какого-нибудь героя, который никогда, вообще даже ни разу не был на самом передке. Потому что есть же герои, которые получили Героя Украины и не были на фронте. Это приводит к тому, что у общества возникнет обесценивание статуса. Статусы Александру нужны для того, чтобы люди могли понимать, кто свой, кто чужой. И вот когда все свои станут чужими, или, что хуже, все свои будут вызывать подозрение на то, что они чужие, вот это хуже. Это приведет к тому, что мы не сможем идентифицировать людей по статусу. Мы не поймем, что это. Кто из них на самом деле, правда, кто из них герой? И что такое геройство? Как определяется уровень геройства? А является ли, например, мать? Вот у меня вопрос, по-моему, является ли мать, которая, несмотря на обстоятельства, рожает 3, 4, 5 ребенка в Украине, не уезжает, работает, платит налоги, покупает украинскую продукцию. То есть является ли она героем? Почему она меньше герой, чем, например, тот, кого там награждал Зеленский, непонятно кого? Ну, этих людей реально никто не знает, и потом выясняется, что они там, кто-то из них реально классные ребята, которые воевали на передке, а кто-то никогда не штурмовал, ничего, всегда в теплых помещениях сидит. Почему они герои? Почему не мать, которая родила реально там 3-4 детей, в эту войну продолжает, не уехала на пособие по несколько тысяч в Швейцарию или еще куда-то? Почему, например, не преподаватель, который имеет возможность уехать, учительница там или еще кто-то, остается, преподает в этих абраганских вузах украинских, которые уже пронизаны абсурдом пропаганды. Ты вынужден идти на какие-то мероприятия, иначе тебе зачет не поставят. Ты должен носить... Сегодня мы все приходим, вот тоже пример. В одном из университетов Львова всех заставили надеть вышиванку. В регламенте университета этого нет. Заставили надеть вышиванку, потому что они хотели там сделать что-то, там ветеранам отправить или там военным отправить фотографию. Почему они должны это делать? Они туда ходят учиться, они как в 1984 формировать свое представление о правильном и неправильном. Они учиться туда ходят. Дайте им возможность самим принять решение. То есть кто все-таки на самом деле больше героев? Кого мобилизовали и принудили геройствовать? Или кто вот эти вот герои каждый день? Пожарники, спасатели, врачи, учителя. Мать, которая родила несколько детей, сама работает, тянет, потеряла мужа на фронте. Кто герой? Ребенок даже, например, который просто, несмотря на обстоятельства, говорит, хочу остаться здесь со своими друзьями в Украине, буду учить, да, конечно, буду выходить каждый раз, когда будет тревога, буду выходить. Почему мы определяем степень героического поступка по мере того, как его принудили к нему? Потому что целая система. И тут вот Корчинский, которого мы вспоминали, он же дал нам мысль. Механизм объединения возможен только через репрессию. Яким націям вдавалося об'єднуватися. Я так розумію, що головний механізм об'єднання все-таки репресивний. От Гітлеру вдалося об'єднати націю свого часу, Сталіну вдалося об'єднати не націю навіть, а весь цей НАТО в радянському. Я так ждал этот момент, когда он говорит, Гитлеру удалось, Сталину удалось, чуть Зеленскому не удастся. Но он этого не сказал. Союзу різноплеменний. Але це от за рахунок просто прямого знищення ворогів, ті, хто не хотів об'єднуватися. І я підозрюю, що це єдиний спосіб об'єднання, що доки у нас не почне, скажімо так, уходити в небуття вата і всі оці і маніхеї, доти у нас нація буде достатньо роз'єднана. Так, смотрите, это ведь очень интересное продолжение, разворот нашей с вами дискуссии. Вот мы рассуждаем, кто герой, да? А он рассуждает, кто враг. А враг, оказывается, это вата.
которая должна отойти, ну, вы поняли, как бы в историю. Небытие, да. Значит, их надо жестко подавлять, уничтожать, и тогда будет объединение. Нормальный механизм, понимаете? Интересно то, что если задать ему вопрос, кто такая вата, ну, кто эти люди, то выяснится, что это абсолютно любые люди, кто не поддерживает идею власти. То есть, понимаете, как это, ну, дихотомическое мышление, максимально черно-белое. Вот такая поляризация происходит идей. Черное — белое, белое — это черное. Вот я же говорю, типа 1984, классическая история постинтеллектуализма, когда уже, ну, интеллект не играет никакой роли. И мне так нравится, вот с каким он упоением, а вы же слышите, как он говорит: Гитлеру удалось. Знаете, то есть он как будто смакует это, знаете, вот он назвал две личности, которые убили огромное количество украинцев. Удивительно привел их пример, и говорит, у них же все получилось. Давайте. И вот что сделал. Я эту динамику обожаю. Знаете, я уверен, что, наверное, потом вышел и думает, знаете, мне кажется, Картинский, когда выходит с эфира, говорит: ого, вот это я сегодня, конечно, отмочил. Сам смеется, наверное, тешится. Думает, блин, я сегодня такое городил, интересно, как они нарежут. Потому что приводить в пример украинцам людей, двух лидеров, которые были одной из основных причин смерти, в первую очередь украинцев. Еще раз, в первую очередь украинцы умирали в столкновении с фашистской армией. В Советском Союзе колоссальные репрессии были против украинцев. Да, это были репрессии и против грузин, были репрессии и против армян, были репрессии и против российского народа. То есть в целом были репрессии против несогласных, но мы же акцентированы на украинцах. Он говорит, несогласных мочить. Ну, это Да, если так- проще. Он говорит, не согласен, ты враг. Враг, значит, тебя надо уничтожить. И тогда все будут... Это механизм объединения. Да, это по сути, ну, типа механизм сепарации. То есть, когда мы говорим о сепаратизме, мы не совсем, наверное, правильные вещи туда, там, неправильный контекст вкладываем. Реальный сепаратизм, он вот на свободе ходит. Когда разъединяют украинцев по языковому признаку, по идейному, я не говорю идеологическому, по идейному признаку, по признаку свободы и несвободы волеизъявления. Еще обратите внимание по поводу Корчинского, как сначала он топил за русских, был период, может, вы знаете этот период, он топил за русских, он говорил, ничего такого в русском языке не вижу, и вообще это всегда это было нам свойственно. И что он говорит сейчас? Это не значит, что если человек переобулся, то ему не стоит доверять. Иногда люди меняют свое мнение, это нормально. Проблема заключается не в том, что он изменил свое мнение. Проблема заключается в том, что он совершенно не поменял тезис, он просто начал говорить их на другом языке. То есть человек абсолютно неисправим. И диапазон абсурда у него широкий. То есть он же может рассказывать и про деторождение, он рассказывал про мобилизацию, он рассказывал про образование, что нужно запретить выезжать, что нам нужно, чтобы здесь люди оставались, учились и так далее. Но за этим всем не стоит никаких дел. Я лично не знаю никакого поступка за ним, качественно изменившего жизнь украинцев в лучшую сторону. Все идеи, что Карася, что Корчинского, они ориентированы на ухудшение ситуации. Они ориентированы на репрессии, на подавление. Почему жить в этой стране? Вот я уже говорил о том, что назовите мне хотя бы одну причину, почему нужно быть патриотом этого государства. Вот именно патриотом этого данного сейчас, которое есть государство с тем правительством, которое во главе. Назовите, Александр, хотя бы одну причину. Рациональную. Ну, без шуток. Но это сложно. Ну, могилы родителей, могилы дедов, которые... Причем здесь родители и Нет, деды, ну при том, что это для государства. многих... Нет, ну для многих это важно, там, защитить, чтобы ты... Ну, там, этот, как бы, земля... Они же как еще говорят? Земля предков, земля это родина, понимаете? Вот какая-никак... Ну, пусть кричат Всё родина, правильно. понимаете? Но она нам Вы нравится. правильно говорите. Вы в целом правы. Однако возникает вопрос. Родина — это всегда государство, которое Нет, сейчас. нет, Вот. это вообще не государство. И это не имеет никакого отношения к государству. Защита своего дома, защита своей конкретной территории, той же могилы, защита детского садика, в который мы ходили, не равно защита государства.
Потому что государь, который сейчас при власти, родину превращает в фарш. Буквально. Еще какое-то время, и очень многим украинцам не удастся больше никогда добраться до могилы своих близких. Потому что они все дальше и дальше за линией фронта. Притом, обратите внимание, что враг, который позиционируется как страшнейший враг со стороны России, говорят, после перемирия свободный доступ. Можете приезжать, хотите к могилкам, хотите домой и так далее. Контрольные пункты, которые будут находиться, будут иметь, формальный характер. То есть почему, вот у меня возникает вопрос, почему даже враги сейчас уже не так настроены негативно по отношению к украинцам, как сама власть? И есть причина. Причина заключается в том, что когда человек начинает терять власть, он начинает действовать хаотично, и не понимает очень важную вещь. Наше правительство не понимает одну очень важную вещь, которая касается непосредственно врага. Мы, когда смотрим на Россию, на Федерацию, они реализуют один правильный принцип накопительных успехов. Он звучит так. Прогресс накапливается постепенно и реализуется скачкообразно. Как происходит с регрессом? Регресс накапливается очень быстро и реализуется мгновенно. У нас регресс реализовался мгновенно. В 2022 году уже понеслись, уже в 22 марта, апрель, май, в мае 2022 года понеслись деструктивные заявления. Мы не можем, совладать с небольшой территорией, с большим народом, но с небольшой территорией. Мы не можем совладать с несколькими спикерами. Мы не можем выбрать одну линию здорового поведения для сохранения нации, государственности и всего, что рассказывал нам сегодня великий гений, генералиссимус Кулеба, про то, что у нас не забрали Киев. Интересно, кстати, как часто ты бываешь в Киеве, что ты знаешь, что его не забрали. Просто его забрали, только не те люди. И когда мы наблюдаем вот такую вот динамику, мы забываем самое главное. То, что до тех пор, пока мы ругаемся здесь, по ту сторону люди очень сплотились и очень мотивированы. И так быстро, как сейчас, мы не теряли территории никогда. Военные говорят, что сейчас худший период. Хуже некуда. Не было так плохо. С 22 года не было так плохо. И если уже об этом говорят военные, я уже говорю, аналитики, эксперты, которые имеют вес, которые реально находятся на фронте, военкоры, которые пишут, правду неугодную, их и заставляют, они потом подчищают, перефразируют, переформулируют, но суть. Если они пишут о том, что, смотрите, сейчас ситуация такая, что так плохо не было еще никогда, а люди, которые весь мирный пласт населения, он это ощущает, потому что он чувствует это другим эквивалентом. Отсутствие электроэнергии, почасовая подача воды, неспособность ребенка отвезти в садик. Если у тебя 2 детей, один мог бы пойти в садик, а с другим ты сидишь. Что делать пожилым людям, которые живут на 9 этажах? То есть домой не заходить или не выходить из дома. Это же форменная тюрьма. Александр, это просто паноптикум, в центре которого идиот с ружьем. Смотрите, 2 таких момента я хотел бы привести, как аргумента, очень важно. Многие же говорят, что украинцы виноваты сами. Это прям, это позиция, это общечеловеческая позиция. Это многие говорят, допустим, например, муж бьет жену, а люди говорят, виновата сама. Но не в том плане, в самом, этом процессе, домашнего насилия, а в принципе, ты виновата, потому что сделала такой выбор, не разглядела себя не так на первых порах, то есть вы не разошлись в какой-то момент, когда ты это заметила, то есть я имею в виду об этом. И если комплексно посмотреть, конечно, они, если так абстрагироваться, они говорят, что да, действительно, в таком ключе, конечно, украинцы виноваты сами. Всегда очень легко оправдывать украинцев, самим себя, или очень радуются, как кто другой их оправдывают, как американцы
американцы или там белые господа, какие-нибудь британцы и так далее. Но ведь если разобраться, то абсолютно же свежее видео. Вот, пожалуйста, например, две девчули приехали в Милан. И что они там между собой записывают сторис, в смысле, они это транслируют. Это не просто они там между собой шу-шу-шу-шу. Они это транслируют. Катя придумали план. Ми будемо стоячи в Мілані, робити різні пакості людям, обливати каву і казати, що ми з Раші. Що ми росіяни. Всі будуть Отличный план, понимаете? Я думал, что есть, ну, помните, кто там из постарше, помнят там Бивис и Батхед, да, такой, а это такое женское воплощение, значит, Кстати, похоже. мы, значит, две подружки, значит, будем всякие пакости делать, и он говорит, что мы с Раши. вірити і думати, ну, знати, які росіяни, малювати їм портрет. Що ми перше зробимо, Катя? Розіб'ємо вікно. На зйомку в центральній площі. Це будеш робити ти. І казати, я from Russia, I'm from Russia. Ти будеш не кричати. То есть, понимаете же, она говорит, не можешь не кричать, не кричи. Значит, мы from Russia, что мы сделаем там? Нагадим посреди площади, разобьем окно, то есть вот это... В Ну, чем проблема в том... Это вроде как что- смешно, по-детски. Но это Да. же клиника. Это же к вам надо, люди, девчатам. Вы знаете, Александр, мой профиль, умственная отсталость не мой профиль, я работаю с другими людьми, но я знаю хорошего специалиста, который может им в этом помочь, причем, кстати, в психоневрологическом диспансере в Киеве. Если надо, и в Милане можно найти. Дело в том, что когда их поймают за вандализм, то никто не скажет, что это были русские. Посмотрят в паспорт. И этот шлейф останется на нас. Они не понимают очень простых вещей. То есть я допускаю, что они, скорее всего, этого делать не будут. Смотрите, это просто был прикол. Они хотят хайпануть, это понятно. Но как мы себя показываем? Мы же показываем себя дикарями. Получается так, что русские выглядят абсолютно адекватными людьми, у которых есть идея. Они, смотрите, как Кавичу, спасители. Они спасители, у них есть какая-то... И они себя так ощущают. И две абсолютно невменяемые женщины рассказывают о том, что будут, вот мы будем пакостить. Знаете, это хочется, это видео, так вот хочется сфотографировать эту фотку, распечатать в книжку и там такое, знаете, там написать «их борьба». Ну, то есть, как они пытаются показать, что русские плохие. Но ведь это же у нас самый куцый способ продемонстрировать, насколько плохой враг. Мы Путин пишем с маленькой буквы, Россия с маленькой буквы. Ну и что, обливаем других людей кофе и говорим, что мы русские. Вот это наш уровень. Самое досадное, Александр, это то, что не важно, как они себя назовут, важно, кем они являются. Важно, кем они являются. Нет, ну являются они представителями, ну, скажем так, ну, смотрите, молодые девчонки, да, многие не молодые или многие молодые не имеют возможности, денег не имеют, чтобы сесть и там прогуляться по Милану или там как бы попутешествовать, да, и как бы так отдохнуть от обстрела. Я не говорю приехать навсегда, просто отдохнуть. А тем более у них в голове нет вот этих установок, этих позиций, понимаете? Они не привыкли. И они так смотрят, они же это транслируют, ну, это что там, Инстаграм, по-моему, да, то есть, ну, как бы инста-девочки, вот это все, прогулочки. Я помню, помните период, когда раньше все боялись выставлять, что они где-то, что они там на пляжике, что они там по экскурсиям, потому что не время, люди гибнут. А сейчас привыкли все, что к людям, ну, что люди гибнут. И вот эта вот деградация меня, если честно, толкает в определенный страх и ужас. Смотрите, тема на самом деле для меня яйца выеденного не стоит. Я ее рассматриваю как с точки зрения там какой-то пропаганды, информационной войны, борьбы, да, чтобы одно перебить другим. Я это транслирую, там как бы демонстрирую. Но с вами я хотел бы обсудить вот прям смысловую сторону вот этого опубличивания, вот этой транслирования вот этого бреда. Значит, на выходных публикует Меловин, это этот самый певец украинский. Причем там интересно, он там говорит, я пошел в армию служить, я там потом, ой, я долго не смог, моя менталка не справилась, там погранвойска, не погранвойска, оркестры. Короче, сбоку припеку в этой армии. Он давненько уже сделал там камин-аут и так далее. Значит, что он пишет? Он пишет, собственно, что на Майдане
Где Украина выбрала свободу, я выбрал свою. Ну, имеется в виду свободу. Любовь не спрашивает разрешения. Я сказал «да». ЛГБТ-люди не идеология, не организация, они наши друзья, наши родные, наши защитники, наши украинцы, те самые, которые рядом в бою, в волонтерстве и в жизни. И вот с этим постом он разместил, собственно, там, да, как ему делают предложение, и он говорит «да». Смотрите, тут есть о многом, ну, таких много пластов у этого вопроса. Я хочу выбрать один. Смотрите. Один, важный. То есть понятно, что там украинское общество, как оно относится там к этим ЛГБТ-парам, понятно, что это там навязанный нарратив. Это все ему, в принципе, и написали в комментариях. Да? Да, как бы полную панамку написали люди, там украинцы все проявили. Но тут возникает другой момент. Майдан, свобода, Украина, вот это символизм этот. Ясно, что сделано для хайпа, но на самом-то деле мы же, когда закончится война, а судя по всему, мы, наверное, в следующий раз там через неделю будем обсуждать новые там, да, как бы шаги к этому, как закончится война. Все же начнут отвечать на вопрос, а за что воевали? А Меловин за это не воевал. Ну, в оркестре. И там этот парень, медик он там или не медик, неважно. Буквы, ну ладно. Ну, тоже, понимаете? Вот получается за это. А это вообще, ну, разница множества целей и задач, кто за что воевал, оно вообще соединимо в условиях, подчеркиваю, с чего мы начинали, похабного мира и петляния власти, и вот это и обрушение, да, идеологического обрушения, которое мы наблюдаем. Александр, какая была борьба за свободу, такая свобода и свобода ее проявления. Начиная с истории с Майдана, подавалось все очень однобоко и так, как будто бы это абсолютное благо. Но сейчас мы наблюдаем последствия и Майдана, и последствия той свободы, которую мы предусматривали в возможности актера стать президентом, человека, который не имеет никакого отношения ни к управленческой деятельности, ни к аппаратной работе, ни человека, который никогда в жизни в принципе не имел прямой связи с государственным аппаратом. Он не представляет, что такое дипломатия, у него нет понимания того, как работает хоть какое-то, хоть одно министерство. Я вам это говорю как человек, который с ними работал. Я с этими людьми работал, и с офисом президента в какой-то период мы много с ними работали. Эти люди, оторванные от реальности, они не понимают, как бы это сейчас плохо и печально не звучало, на самом деле не понимают принципы устройства государственной работы. Они спрашивали, это сейчас тоже прозвучит очень странно, они спрашивали у бухгалтеров, которые работают там уже по 20-30 лет, как нужно правильно что составлять, что нужно говорить, понимаете? Это просто пришли абсолютно чистые, ну, не имеющие никакого представления о этой работе на рабочее место люди. Хорошо, что не на атомную станцию, были бы какие-то последствия. Хотя, может быть, даже локальная проблема с атомной станцией можно было бы решить. С государством нет. К чему привело? К войне. Идея о том, что подобного рода свобода будет провоцировать людей на свершение, ну, она тоже демотивирует. Тоже возникает вопрос, за что мы боремся. Я ни в коем случае там не хочу сказать, правильное решение сделал Меловин или неправильное, про его пост. Мне это вообще все не интересно. Мне интересует другое. Мне интересует то, что ну, я сторонник и представитель традиционных ценностей. Я сторонник взглядов достаточно консервативных. Несмотря на мой внешний вид, я сторонник консервативных взглядов, ценностей. Я считаю, что у нас с учетом большой смертности, большого количества людей, которые выехало, ну, Меловин никак не приблизил Украину к улучшению демографической ситуации. И если такая свобода, если это то, за что борется человек, то у меня возникает вопрос. Вот почему военный должен умирать за это?
Ну, как это приближает его государство, в принципе, к чему-то благополучному? Еще раз, я не оцениваю выбор Навального, я не оцениваю его как личность, я не знаю его. Но я смотрю вот именно отстраненно. Вот если я буду знать, что если вот это признак свободы, и если люди интерпретируют выборенную на Майдане свободу, как свободу сделать там камин-аут и предложение, если это максимум, и если это духовный потенциал, который демонстрируется, то почему надо продолжать войну? Вот почему нужно воевать? И вот какой сюр, что вот и вот это почитается в стране, и Карась, который реально забивал чуть ли не до смерти гомосексуалов, отслеживал их, который ненавидит геев, возможно, сам являясь латентным геем, мы не знаем этого, часто такое бывает. Но вот возникает вопрос, почему в этом королевстве кривых зеркал обычный человек должен понять, на какую ему стать сторону. У него же отняли право понимания того, что хорошо, что плохо. На самом деле у него нет понимания. Сегодня он слушает Карася и Карачинского. Думает, да ладно, надо мобилизоваться. Потом он смотрит, как делает один мужик, другому мужику делает предложение на Майдане. Такой думает, так, сейчас есть потенциал, я поеду умру. Это чтобы вот эти пацаны не на фронте, а вот тут вот могли как бы, что-то там жениться. Потом, пока он туда едет, он смотрит, как кого-то бусифицируют, забивают палками, отправляют на фронт, и они становятся одинаковыми. То есть их уравнивают. Он такой думает, так, секундочку, что я не понял. Это же, бомж с наркотической зависимостью и СПИДом. Почему он так же, как и я, воюет? Они потом вдвоем чудом переживают какой-то обстрел, вытаскивают каких-то людей и получают оба героя Украины. Мы возвращаемся к тому вопросу, о котором вы говорили буквально 30 минут назад. Они оба получают героя Украины. Чей герой Украины важнее? Это дилемма. Это не дилемма, это вам никто не может ответить. Это не дилемма, смотрите, это не дилемма. Дилемма — это когда ты вот сомневаешься там. Нет, смотрите, человек не может ответить. Вот в этом самая главная проблема, к которой мы подошли. Я надеюсь, к финалу войны, и вот эти рты, которые там говорят, что ой, 50-е годы, это в 26-м точно ничего не будет. Я думаю, что мы подошли к какой-то финальной точке. Сейчас будет, конечно, жесткая, конечно, перетряска, утряска этого всего. Мы подошли к тому, что никто не может ответить и сказать нет, нет, пошел вон, ты несешь бред. Или там это нацизм, это там еще какая-то история, это вообще какая-то отбитая тема. А нет, потому что этих, как и героев, там непонятно, да, непонятные герои. Или все, или там, а если медалька, то за что? Да, то есть Зеленскому, да, конкретно, он же не подсвечивает это все. Так и нет людей, которые как бы авторитетно могут выйти и сказать нет. А почему? Потому что да, он там авторитет, но он там при Порошенко был, или при Януковиче, или он там член КПСС, или там или еще. ватник. Или, ватник тоже, это же ватник, чего вы его слушаете? То есть, понимаете, как разрушено все. А вот нужно ставить точку, заканчивать, и как муравьи опять нести какую-то новую конструкцию, возводить. Но тут вопрос какую? И было бы кому, понимаете? Было бы кому, потому что внутри государства будет достаточно серьезный интернациональный конфликт. Я честно скажу, вот сейчас вот даже с точки зрения психиатрии не понимаю, как урегулировать людей с большим количеством ПТСР и потерей прошлого, настоящего и будущего с людьми, которые не пошли воевать, но их даже не успели призвать, или они еще молодые. Вот, знаете, вот, что делать? Типа, парню 23 года. Через 2 года, он закончится война, через 2 года ему будут определять, что он не воевал. Он скажет, да мне было 23. Да я пошел, когда мне было 18, начнется. То есть, понимаете, распространяется одна идея, то есть у людей, особенно у глупых людей с проблемами с интеллектуальным развитием, есть мысль, что если он принимает какое-то решение, то это решение верное, по его мнению. Он считает, что все его должны принять и должны с ним считаться. А это реально катастрофа. И мне просто пока не видится какое-то хорошее решение этой проблемы. Я стараюсь, знаете, как страус голову в песок, стараюсь не думать об этом. Закончится война, тогда будем смотреть. Но я как сотрудник в области психического здоровья понимаю, с чем столкнутся люди, с чем столкнется население. И какая-то, знаете, основная мысль, которая мне сегодня пришла в голову, это благодаря тому, что вы сказали,
что сепаратизм — это не то, что мы думали. Сепаратизм не на территории Донецка. Сепаратизм — это он в Киеве, он в умах людей. И он среди людей, которые берут микрофон и говорят тебе, что ты должен делать. Сами того не делают. Вот где сепаратизм. Вот что на самом деле разъединяет людей. Спартак Суббота был моим собеседником сегодня. Спасибо за время и мысли. Спасибо, Александр. Друзья, берегите себя. Всем добра и света. Увидимся.